Всем здравствуйте! У нас в ремонте BMW 525 с серьезными повреждениями кузова. Машина была списана в тотал и приобретена хозяином для восстановления. Авария произошла по вине водителя. Врезался со встречным автомобилем левой фарой, юзом потащил его по дороге, вылетел на обочину, ударился об опорный столб. Удар пришелся на правую переднюю дверь, сильно замяло стойку лобового стекла, сломало крышу. Поврежден достаточно сильно порог, передняя стойка двери ушла вовнутрь салона. Будем менять на автомобиле передние крылья, бампер, фары, капот, две правых двери, заднее крыло под вопросом, потому что пострадал закат крыла и задняя нижняя часть крыла. Также будем менять крышу. Отталкиваясь от донора, мы его еще не видели, будем решать, что будем отрезать от машины, в каком будет состоянии донор. Чтобы не пропустить новые видео, подписывайтесь на наш канал, а мы начинаем ремонт. А ремонт мы начинаем, как всегда, с вытяжки кузова. Вытягиваем самые поврежденные места сначала, выставляем все в размер, или хотя бы близко к размеру. Здесь особая точность не нужна, так как все поврежденное будет вырезаться. Вытягиваем стойку лобового стекла правую, потом беремся за порог. Порог идет очень туго, в связи с тем, что порог на BMW, как слоеный пирог, состоит из нескольких усилителей, которые сделаны не из стали 3 и обыкновенным сверлом не сверлится. Периодически подтягивая то сверху, то снизу, пытаемся выставить кузов в размер. Вот видите, цепь обняла порог. На любой другой машине цепью просто сожмет его. Здесь же он просто выгибается наружу, а после того, как сбрасываем цепь, практически на то же место возвращается, где и был загнутым. После того, как кузов приблизительно приобрел более-менее ровный вид, начинаем отсверливание крыши, усилителей. Подтягиваем чуть-чуть заднюю часть, там тоже было подмято. И начинаем резать. Вот я вырезаю заднюю часть порога, чтобы можно было залезть с дрелью, отсверлить. Посмотрите, какой же он слоеный. И сталь там, конечно, не полмиллиметра и не миллиметр. Вырезав корыто, вырезаем среднюю стойку. Снимаем, отсверливаем крыло, а чтобы отсверлить крыло от задней полки, приходится вскрывать крыло. В связи с тем, что с дрелью долезть не везде можно, отрезаем с запасом места особенно труднодоступные, и после этого уже высверливаем оставшиеся полоски металла, которые нам не нужны.
Вот такого донора нам привезли. Ну как донора, целиковая машина. Будем резать сами. Цела правая сторона. Совершенно целехонько крыша. Стекла. Разобран, правда, салон полностью. Цел багажник. Заднее стекло. Практически в идеальном состоянии машина. Будем резать. Весь этот ремонт подразумевал под собой сварку в тех местах, которые закрыты навесными деталями, такими как передние крылья. Поэтому стойку мы отрезаем в районе под крылом, то есть открыв дверь и посмотрев в проем после ремонта. Никто ничего не должен заметить. Также и крыша отсверливается по желобу, чтобы не производить покраску ни стойки боковой, ни крыши. Усилители передней стойки пришлось подрезать автогеном, потому что ни болгаркой, ни дрелью туда не залезть. Мы подготовили донора к сварке, к кузову. Отрезали, отсверлили все лишнее. Подогнали все стыки, которые будут. Пришлось раскрыть переднюю стойку полностью, чтобы усилители, находящиеся во внутренней полости, можно было заварить. В связи с тем, что снаружи нельзя было трогать заводскую покраску, и она останется такой, какой была. Кузов также приобрел зачищенный вид. Срезано все лишнее, зачищено, высверлены дырки, по которым будет производиться сварка. Все подготовлено к монтажу донора. Начинаем монтаж. Поставив донора на кузов и закрепив его саморезами, мы начинаем сборку. Эта сборка производится для того, чтобы было видно, насколько правильно мы вытянули сначала кузов, потом приставили к нему донора. Произведя сборку, мы поняли, что приподнята левая передняя часть. Мы ее чуть-чуть опустили и морду чуть-чуть потянули влево. После этого опять все поставили на место, крыли капот, посмотрели зазоры. Мы собрали машину, пока без обварки, обварен только зад, потому что он сильно не пострадал. Мы соединили задние части автомобиля, а перед уже подгоняли. Подтягивали, что было не дотянуто. Сейчас машина получилась с правильными зазорами, все стоит ровно, двери, крыша, лобовое стекло, капот, крылья. Теперь будем разбирать и обваривать машину. Внутренняя часть, тут все раскрыто, подготовлено к сварке. Продолжаем работать. Обваривать начали с передней стойки. Варим сначала внутреннюю всю часть, все усилители, все провариваем, подстукиваем. После этого все швы прогрунтовываем и закрываем полости. Обвариваем порог, привариваем снизу по отбортовке. Швы зачищаем.
Крышу начинаем варить с усилителей, а само полотно привариваем уже снаружи. Доноры приварили к кузову, зачистили. Такие получились швы. Все будет под грунт. Изнутри вот мы стойку вскрывали специально, чтобы можно было заварить все усилители. Все проварено, закрыто. Будем собирать машину. Посмотрим, что получилось. Конечную сборку производим уже с фарами, с бампером. Выставляем все зазоры, чтобы все стояло ровно. Зачищаем задний шов, прогрунтовываем. Также устанавливаем кронштейны бампера, боковые, два левый и правый, задний усилитель. Вот такой конечный результат стапельных работ у нас получился. Кузов обварен, выставлены все зазоры между дверями и крыльями, между крыльями и капотом. Крыша приварена по проему, так что не придется красить ни крышу, ни боковую стойку. Внутри будет намазано герметиком. Сверху он будет подкрашен. Машина поедет в малярку для того, чтобы намазали герметик и собрали ее. Вот такой конечный результат у нас получился. Здесь под молдингом проходит шов, где приваривалась крыша. Все закрыто, не видно следов ремонта. Вклеено стекло лежит в своем проеме. Хозяин собирал машину сам. Собрана она только снаружи. Изнутри еще есть работы. Спереди получились вот такие ровненькие зазорчики между капотом, бампером, крыльями, фарами. Также спереди лобовое стекло лежит в проеме ровно. Вот так получился дверной проем, где был приварен донор. Так как шов мы убрали под крыло, со стороны двери не видно следов ремонта. Заводская покраска на стойке, на пороге. Небольшое открытое место под правым нижним углом лобового стекла. Вот там все покрашено, сделано профессионально. Сзади получился сварочный шов донора и кузова. С левой стороны это завод красил, с правой стороны это наш вариант. В принципе, они ничем не отличаются. Все получилось профессионально. Если вы не подписались на наш канал, то обязательно подпишитесь. До новых встреч!